Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 5 августа, выпуск промежуточный, он же экстренный, потому что идет война. Мы вроде бы попадаем в график, да, мы делаем 2 выпуска промежуточных в неделю и 1 итоги недели. Я извиняюсь, что сегодняшний выпуск выходит поздно, но насыщенный день и время только к вечеру удалось выкроить для того, чтобы сделать этот выпуск. Итак, давайте начнем. Давайте начнем с того, что я считаю довольно важной темой. Это решение Владимира Путина о переходе на двухпартийную систему. Предполагается, что Путин предполагает, по крайней мере, заявил об этом своему окружению и некоторым особо доверенным людям во власти. Он предупредил, что в декабре месяце вместе с досрочными президентскими выборами он объявит и досрочные парламентские выборы. Парламентские выборы должны пройти на 2 недели раньше президентских, и в парламент, по мнению Путина и по его планам, должно пройти всего 2 партии. Это, и, соответственно, Единая Россия и КПРФ. Коммунистов решено оставить, они показали свою абсолютную лояльность, полностью поддерживают так называемую специальную военную операцию, договорились не критиковать власти на время проведения специальной военной операции. Вы сами понимаете, что так называемая специальная военная операция может длиться вечно, и таким образом двухпартийная система окажется чистой фикцией. Фактически будет одна партия и ее придаток, одна партия Единая Россия и ее придаток коммунистическая партия. Коммунисты полностью дискредитировали себя, я еще раз подчеркиваю, полностью. Я не говорю о коммунистах на местах, там есть вполне вменяемые и порядочные люди, нет никаких сомнений, я знаю таких людей. Но, к сожалению, руководство КПРФ полностью себя дискредитировало сотрудничеством с Единой Россией, сотрудничеством с Путиным. И на сегодняшний день КПРФ плоть от плоти путинский режим. В дальнейшем, после парламентских выборов досрочных, в Конституции уже в мае месяце, как предполагается, будет закреплена двухпартийная система. Планируется, еще раз подчеркиваю, что это в планах власти, в планах Владимира Путина, провести в будущий созыв парламента около 85-87% от Единой России и 15-13% соответственно коммунистов. Останется 2 губернатора коммуниста, оставят на всякий случай, так чтобы показать, что есть все-таки 2 партии. Все остальные губернаторы, всеми остальными регионами будут руководить выходцы или ассоциированные люди с Единой Россией. Но предполагается, что заставят всех, кто даже не просто выдвигается от Единой России, вступить все-таки в эту партию. Почему это делается? Я думаю, вы прекрасно понимаете, если вы смотрите и следите за нашими постами. Путин планирует в контурах будущего транзита поставить свою дочь Катерину Тихонову. Многие ошибочно говорят, что это Екатерина. Нет, она Катерина все-таки, Катерина Тихонова. Дочь Путина собирается стать главой партии «Единая Россия». Соответственно, в так называемом двухпартийной системе, а фактически однопартийная система, Катерина Тихонова будет играть решающую роль. Да? Она будет противовесом президенту. Президентом планируют сделать Дмитрия Патрушева. И такое создает интересное равновесие, да, как считает Владимир Путин, баланс между своим кланом, да, кланом Путина, так давайте его назовем, который будет представлять Катерина Тихонова, и кланом Патрушева. Патрушева не существует в реальности своего клана. Патрушев полностью под Владимиром Путиным, он ему полностью подчинен, это фактически верный пес Путина, мы уже об этом говорили неоднократно.
Но да, Путин в принципе делает правильные шаги. Дело в том, что Патрушев тоже не вечен. И я имею в виду Николая Платоновича, который является ближайшим соратником во власти Владимира Путина. Есть и более близкие друзья, как вы знаете, это Юрий Ковальчук. Чемезов является более близким, можно так сказать, другом, чем Патрушев. Патрушев не является другом, Патрушев является соратником, но самым верным соратником во власти. Это немаловажно, тем более, что Патрушев курирует все силовые структуры. Итак, еще раз повторяю, Путин выстраивает систему сдержек и противовесов, и вот если вдруг Николай Платонович Патрушев умирает, что вполне естественно в силу его возраста и состояния здоровья, у него тоже онкология, хоть и более простая, чем у Владимира Путина, у него рак простаты, который не в сложной стадии, но опять-таки на данный момент вылечить не могут. И когда-нибудь Патрушев тоже умрет. И для того, чтобы были сдержки и противовесы, Путин устанавливает такой, по его мнению, баланс. С одной стороны, президент Дмитрий Патрушев, за которым какое-то время которого будет контролировать Николай Патрушев, и будет глава партии «Единая Россия» фактически руководить. Страной будет продолжать до смерти Владимир Путин, до своей смерти, и будет, соответственно, курировать свою дочь Катерину Тихонову, которая будет номинально и реально выполнять обязанности, извиняюсь, я неправильно выразился, исполнять обязанности главы партии «Единая Россия». Фактически она будет руководить и Совфедом, и Государственной Думой, а президент будет руководить исполнительной властью. Ну, опять-таки, давайте посмотрим, мы не будем загадывать, посмотрим, что в итоге будет с этими балансами, с этой структурой, потому что можно многое предполагать, но в реальности Владимир Путин часто меняет свои планы. Правда, эти планы он обещал не менять. Обещал своим друзьям, что максимум, что можно будет скорректировать, это сроки, но никак не саму структуру будущего транзита. Путин большой лжец, но в основном не друзьям. Друзьям обычно он не врет и старается обещания выполнять. Посмотрим. Это уже довольно скоро. Но есть еще один немаловажный нюанс. Перед транзитом должна закончиться война, или так называемая специальная военная операция. Соответственно, конечно, победой России, по мнению Путина. Каким образом Путин собирается завершать войну победой России? Для меня это большая загадка. То ли победой будет объявлена такие чисто символические результаты. Для меня, честно говоря, огромный вопрос, как собирается минимальные победы Путин выставлять за победы глобальные. И как он собирается вообще прекращать войну, когда как я понимаю, украинские власти войну прекращать не собираются отвоевывать оккупированные территории. Поэтому будем смотреть. Видимо, собирается Владимир Путин изрядно давить на западных партнеров, так называемых, коих у Владимира Путина немало, да, скажем так, не в друзьях, но в почитателях. Там и Виктор Орбан, и есть в главах государств, кроме Виктора Орбана, явного почитателя нет. Я имею в виду в Евросоюзе, но есть в политических элитах. Есть сомневающиеся такие, что немаловажно, сомневающиеся это уже наполовину товарищ Владимира Путина, такие как Шольц и Макрон. Хоть, сегодня Песков сказал, что Франция недружественная страна, на мой взгляд, это больше кокетство. Посмотрим, как будут продвигаться. В принципе, наверное, он прав. Раз Макрон больше 2 месяцев не говорил с Владимиром Путиным, то, видимо, уже перестает быть другом. Это, конечно, сарказм, но будем смотреть, будем наблюдать, еще раз подчеркиваю. Я думаю, сейчас основное количество усилий Владимир Путин будет прикладывать как раз на внешних рубежах. На международной арене будет пытаться склонить
сомневающихся и почитателей к тому, чтобы надавили на Украину и было хотя бы заключено перемирие. Им крайне важно. Запускать транзит без перемирия, без прекращения военных действий, ну, очень опасно, очень. Может все измениться в любой момент. Нужно срочно Владимиру Путину закреплять статус-кво. Поэтому, если украинцы пойдут на перемирие, это будет большая ошибка и большая глупость. Так, давайте на сегодня мы обсудили одну тему, но тема довольно важная. Важная, потому что будущее, по крайней мере, структура будущего транзита очень важна для понимания, очень важна для понимания, как будет строиться будущее России. На сегодняшний день особых предпосылок к тому, чтобы Путин поменял рамки этого транзита, ну, будем говорить откровенно, нет. И в принципе, если смотреть отстраненно, то выстраивается довольно интересная схема транзита. Лучше придумать Путину будет очень сложно. Вот только позволят ли ему обстоятельства этот транзит провести так, как он наметил. Поэтому обсудили с вами одну тему, но очень важную. И опять-таки уже в воскресенье в 12 часов мы с вами увидимся, услышимся в итогах недели с Сергеем Жирновым. Обязательно присоединяйтесь к нам, обязательно подписывайтесь на наши каналы. И я хочу вам напомнить, что мы вас любим, и это искренне. Если есть желание нам помочь, в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon, есть подписка на спонсирование этого канала, если вы смотрите у нас на канале в YouTube, и есть криптовалютные кошельки. Не забывайте, ваша поддержка, ваша помощь нам необходима. Мы работаем для вас, это главное. Так, на сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.